Это планшет, который покорит ваше сердечко. Особенно, если вы художник. Заинтригованы, не правда ли? Это обзор, но больше не технический, а творческий, для художников. Итак, планшет Samsung Galaxy Tab S6. Начнем, пожалуй, со стандартной распаковки. Внутри коробки находится упакованный планшет, стилус, зарядное устройство и две маленькие коробочки. В первой коробочке находится пинцет для извлечения наконечников из стилуса, и также два запасных сменных наконечника, светло-серый и черный, которые вроде бы как отличаются между собой по жесткости. Во второй коробочке находится штифт для извлечения карты памяти и краткое руководство по пользованию планшетом. Все на русском языке и подробно написано. Зарядное устройство с кабелем USB, как бы стандарт. Сам стилус очень-очень тоненький и легкий. Да, он маленький и аккуратный, но мне было сложно к нему привыкнуть, особенно на контрасте с моими старыми огромными стилусами от других графических планшетов. На нем есть сбоку одна единственная кнопка и также магнит, с помощью которого он крепится к планшету. На планшете я рисую уже пару месяцев. Ну а сейчас показываю вам эту эпичную распаковку, чтобы было видно, как все изначально было аккуратненько сложено. На упаковке планшета нарисована мини-инструкция, где показано, как должен правильно стилус прикрепляться к планшету. Я очень переживала, что перо может открепиться и потеряться. Но после жесткого тестирования на стойкость все вроде бы ок. Жив, цел, все остается на месте. Планшет включился без проблем, и стилус был в срочном темпе тоже протестирован на чувствительность и возможность вообще им управлять и как-то рисовать. Все оказалось более чем на высшем уровне в этом плане. Я ранее рисовала на больших графических планшетах с экраном, причем на совершенно разных фирмах. Многие путают такие понятия, как просто планшет и графический планшет для рисования. Вот смотрите, это мои предыдущие графические планшеты, на которых можно рисовать только если их подключить к компьютеру или ноутбуку. Сами по себе они не работают, то есть они как дополнительные мониторы, но со стилусом. А вот такая штука, как планшет Samsung со стилусом, на котором я, в данный момент рисую, вот такое у меня действительно впервые. Его не нужно подключать к компьютеру, так как он сам как компьютер и работает сам по себе. Он полностью автономный. Его можно брать с собой в кафе, в парк, в другой город и в целом путешествовать. А с простыми графическими планшетами такое сделать, увы, не получится. Ты либо подключаешь его к компу и рисуешь исключительно дома, либо приходится таскать с собой ноутбук и все эти провода. По размерам Samsung очень компактный. Диагональ экрана 10,5, разрешение 16:9, вес 420 грамм. Угол обзора со всех сторон одинаково отличный. 4096 уровней нажатия пера позволяют регулировать толщину линий, как при рисовании карандашом. Вообще, как мне кажется, данная модель очень неплохая альтернатива iPad, и ее незаслуженно многие обходят стороной. По крайней мере, обзоры от художников в интернете можно по пальцам пересчитать, а зря. Вещь действительно интересная. И все же, почему у меня Samsung, а не iPad? Во-первых, все мои телефоны всегда были на системе Android, поэтому я привыкла к его интерфейсу. Если затрагивать технические характеристики, то в Samsung, помимо основной встроенной памяти на 128 гигабайт, можно при желании вставить карту памяти дополнительную вплоть до 1 терабайта. А в iPad'ах, насколько я знаю, прокачивать внутреннюю память нельзя. А я люблю скачивать кучу разных картинок. Кстати, насчет картинок. Теперь я более активно могу пользоваться референсами. В 2 клика захожу в браузер, вбиваю нужные мне рефы и скачиваю их себе. Активно пользуюсь. Либо включаю камеру и фотографирую нужный мне предмет. Фотография помещается за пару секунд в приложение для рисования, и все, референс готов.
На iPad я не работала, но знаю, что стилус к нему нужно докупать отдельно. В Samsung стилус идет сразу в комплекте. И узнала такую фичу, что оказывается стилусы Samsung работают по системе Wacom. То есть с планшетом помимо оригинального стилуса от Samsung могут работать стилусы сторонних фирм, работающих по этой же технологии. Ловите, кстати, точный список разных стилусов, которые можно докупить в случае чего. Из недостатков планшета могу отметить лишь то, что под систему Android, на которой он работает, не делают некоторые классные приложения для творчества. Такие, как, например, всеми любимые Procreate, но как-то на одном из мероприятий концепт-художник Джамат Журабаев посоветовал классную альтернативу Infinite Painter, который работает в том числе и на Android. И вот прямо сейчас я как раз рисую в этом самом приложении. Особенно мне нравится, что я могу в 2 клика записывать спидпейнты. Оп, и там, и тут показывают, зацените-ка. Напоследок хочу показать вам пример, как у меня вырос скилл. Слева рисунок моего персонажа на старом планшете, а справа новый рисунок на новом планшете. Совпадение? Не думаю. И вот еще пример. Я перерисовала Эльзу. Разница в рисунках буквально в пару месяцев. Я вот раньше не верила, что качество рисунка может зависеть от техники, на которой ты работаешь. И как же я, оказывается, ошибалась. Вот и все. Надеюсь, что информация была полезная. Я вас познакомила с Samsung. Как уже говорила ранее, я рисую на этом планшете всего пару месяцев, но пока испытываю дикий восторг. И, кстати, если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы, то смело задавайте их в комментариях, я с радостью на них отвечу.